Привет, меня зовут Стас, я 8 лет живу в Польше, и мы занимаемся открытием бизнеса в Польше. В этом видео мы поговорим о бизнес-идеях для беженцев из Украины. Мы собрали небольшой такой список из 5 актуальных ниш, которыми можно заняться, если вы переехали из Украины начиная с 24 числа, 24 февраля, когда началась война в Украине. Этот список мы собрали либо из тех клиентов компаний, которые мы запустили, да, то есть мы реально открыли частное предпринимательство польское, либо компанию в этой нише, либо это какие-то наши наблюдения, просто смарт-идеи, чем можно заняться. Итак, поехали, но прежде подпишитесь на наш канал и поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, пусть больше наших ребят узнают об этих нишах. Ниша номер 1 для меня было удивлением, не знаю, с чем это связано, честно, напишите, может вы знаете, это e-commerce бизнес в Польше. За эти 100 дней войны мы открыли, наверное, больше всего e-commerce компаний, e-commerce частных предпринимательств. Это была корейская косметика, это было производство какое-то в Украине своего товара. И мы, кстати, дальше об этом поговорим. Это были продукты питания, то есть разные ниши. И сейчас в Польше есть возможность открывать działalność jednoosobową, то есть ФОП. И мне кажется, для наших украинских e-commerce предпринимателей это классная возможность. Особенно, когда ты понимаешь, что оказывается это... При ФОПовском, при działalności jednoosobowej, да, при польском ФОПе, налоги-то не настолько сильно отличаются от украинских. Поэтому, если вы думаете о нише, о классной идее с не очень даже большим стартовым капиталом, займитесь e-commerce бизнесом. И особенно, это вот в рамках e-commerce бизнеса вторая штука по популярности, это именно бизнес, связанный с Allegro. Да, это товары на Allegro, листинг, продажи, короче, все, что связано с Allegro. В Варшаве огромнейший рынок китайских товаров. Мы специально на этот рынок ездили. Друзья, всем привет! Я нахожусь в Варшаве, и сзади меня рынок китайских товаров. Это все, что завозится в Польшу, это такой хаб, это центр всех китайских и не только китайских товаров, которые завозятся сюда оптом. Самокаты, детские игрушки. Также, очень похоже на наш там 7-й километр в Одессе. Можно даже внутри Польши найти какой-то товар, если вы именно товарка, да, там занимаетесь чудо-швабрами какими-то. Но можно и также попробовать завозить сюда товар из Украины. Итак, вторая ниша, которую я рекомендую, и это вторая по приоритетности ниша компаний, которые мы открывали, это строительство и в частности внутрянка. Почему так? Потому что многие, кто сюда переехал с семьями, в основном это, понятно, это там женщины, дети, старики, но также это люди, предприниматели, да, у которых больше 3 детей. И как-то так нам попадается, что люди занимались у себя в Украине, да, такими строительными вещами. Это внутрянка, это внешнее строительство, но вот больше всего нам попадалось внутрянки. Это классный бизнес, Польша по-прежнему строится, в Польше по-прежнему пока еще адекватные кредиты, если сравнивать, наверное, с остальной Европой. Но, в общем-то, квадратные метры строятся, и если у вас есть компетенции или вы даже готовы быстро их получить, то есть изучить вопрос, например, шпаклевка там стен, да, то, мне кажется, за месяц, за 2 можно в нише разобраться и открыть свое частное предпринимательство польское и уже иметь какой-то такой небольшой свой бизнес в Польше. Итак, третье, что позволит быстро тоже стартовать бизнес, это услуги, в целом любые услуги, где у вас есть компетенция. Очевидно, да, это то, что из сферы красоты, и мы, кстати, запустили тоже такой, несколько, по-моему, бизнесов за эти 100 дней, именно для тех, кто из Украины, да, приехал из-за войны. И, ребят, все, что связано с услугами, это всегда легче с точки зрения старта бизнеса, потому что если у тебя есть компетенция это делать, ты можешь это выполнять сам в своем же бизнесе, то твой стартовый бюджет, твой стартовый капитал, это, какие-то минимальные вещи, связанные с регистрацией деятельности и минимальный набор инструментов, которые ты можешь делать.
подумайте, возможно, у вас есть какой-то навык, или вы можете его быстро здесь получить, а в Польше сфера обучения в теме вот услуг, да, ну, опять же, особенно в теме строительства, она очень развита, тут есть куча курсов по повышению квалификации для специалистов, маляр, который красит стены, есть курсы. Человек, который хочет делать эклеры под заказ, ну, на заказ есть курсы, оказывается, там, эклерщиков, они там 2 месяца учатся эклеры делать. То есть, ну, очень много таких обучающих вещей, попробуйте найти подходящее для себя. С услугами хорошо то, что даже если у вас нет компетенции, но есть друзья или знакомые, допустим, которые не могут из Украины выехать, вы можете продавать их услуги здесь, они будут оказывать их там, и, ну, как бы, вроде бы все должно работать. Например, дизайн интерьера, да, такая ниша, что это услуга, там все, что нужно, это разобраться в вопросе и научиться это продавать. Ну и, как бы, а делать это можно в Украине там, с нашими 3D-дизайнерами. Четвертая ниша – товары украинского производства. По-прежнему решается вопрос с законом, который будет позволять ввозить товары из Украины в Польшу без госпошлин, то есть отсутствие ЦВО. Но пока это еще не до конца введено. Я общаюсь с клиентами каждый день, да, те, кто из Украины. В общем, информация расходится, но есть возможность завозить товары сюда. И я вижу сейчас такую интеграционную штуку, когда куча товаров польских лежит сейчас на полках в Украине, и значительно больше украинских товаров начинает появляться здесь, то есть еще как бы больше, да. Понятно, с чем это связано, то есть идет такая гиперкомпенсация. У нас в Украине нет соли, появляется польская соль, да, там какая-то вот отсюда завезенная в Европе. Здесь в Польше проблемы с подсолнечным маслом, она реально здесь есть. Ну, как-то там, кто может, кто производитель, либо перекуп, да, предприниматель, он начинает поставлять это масло сюда. Ну и таких вариантов просто 1 000 000 и 1000, сотни остановившихся заводов, у которых нет рынка сбыта. Кто-то до войны все равно работал с Россией. И, пожалуйста, разберитесь, сравните цены. Если вам интересно, чтобы я записал отдельное видео, такой даже урок, да, для вас на тему анализа более глубокого ниши, да, и в целом ниш, как это можно сравнивать, сопоставлять, то напишите в комментариях, поставьте плюсик, там, дайте какой-то знак, что вам это интересно, запишем такой урок. Собственно, идея понятна, находим товар, который есть в Украине, и выгодную цену и необходимость этого товара в Польше. Зарабатываем на разнице, ну и как-то крутимся. Создался акцент, что я именно говорю про продукты питания, и это очевидно, да, но есть еще товары в виде там одежды, которую мы производим. Кто-то там покупает какие-то комплектующие, да, и в Украине их собирает, их можно отправлять в Польшу. Пластик, поликарбонат, да, то есть, ну, расширьте это все не только в контексте там одежды и продуктов питания, а и в контексте каких-то неожиданных ниш. Это даже может быть что-то связано с химией, да, какие-то химикаты, порошки. У нас есть такие заводы в Украине. Значит, пятое, последнее, это мы тут говорим про бизнес, но последнее, как это ни странно, работа по всему остальному ЕС и вообще в целом работа. Я был недавно на встрече предпринимателей здесь, в Кракове. Из 10 человек я один жил в Польше. То есть все приехали из-за войны, да, ну, в основном там люди, у которых белый военный билет, либо трое детей. И 2 из предпринимателей сказали, что, слушай, я занимался там вот этим, я пошел на работу. Я разберусь в этой нише, я подучу заодно язык, ну и как-то буду там строить свое будущее. Я их понимаю, особенно когда я услышал историю человека из Мариуполя, и он сказал, что у него нет как бы ничего, да. Ну, такое вот может быть решение, поэтому не спешите, может быть конкретно вашим, как поляки говорят, развензанием, да, то есть вашим как бы вариантом и решением будет пойти на работу, подучить язык, понять, как эта сфера работает здесь, потому что отличия есть, и все предприниматели на встрече сказали тогда, что, блин, отличия есть, реально, ментальные, там какие-то в переговорах, в продажах, в подписании договоров, и потом переходите уже на какую-то свою деятельность. И, кстати, и о том, что открыть свою компанию, то есть товариство польское, да,
спółку ЗОО, либо частное предпринимательство польское, działalność jednoosobowo. У нас есть видео классное на этот счет, вот здесь всплывет подсказка, обязательно его посмотрите, чтобы адекватно принять решение. На этом все. Такие вот сборные ниши. Надеюсь, чем-то вам помог. Думайте, принимайте решения, не спешите, не торопитесь. Ну и не надо сидеть, потому что Польша, как и вся Европа, мы понимаем, они не смогут бесконечно нам помогать. И, к сожалению, приходится самому за себя бороться и решать свои вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам нужна помощь в бизнесе в Польше, какие-то консультации, советы, услуги, снизу под видео есть ссылки на все эти вещи. Пока!